Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. И давайте посмотрим, что у нас происходит на крипторынке, посмотрим, как всегда, интересную статистику, новости криптовалют. И в конце видео несколько графиков. Сегодня будет GMT, будет XRP, Ethereum и, конечно же, биткоин. Смотрим объем торгов и видим, что в топе у нас по-прежнему находится биткоин кэш. Вслед за биткоином, эфириумом и стейблкоинами. Объем не такой уж и большой, но он больше, чем у других альтов. Почти 5 миллиардов долларов за сутки. За последние 24 часа наибольший рост показывает монета Moonbeam, плюс 21,5%. Наибольшее падение у монеты STEPN. Это та самая GMT. Что же касается роста биткоина, то март у нас закрылся положительным. Это всего лишь третий месяц за всю историю, 3 март за все года биткоина, который закрылся в плюс. В прошлом году был плюс намного жирнее, более 30%, в этот раз 5,5%. И хоть в марте мы увидели зеленую динамику, за первый квартал мы видим, что закрытие все-таки минусовое, минус почти 1,6%. Но если посмотреть второй квартал, следующий, то мы всего лишь 3 раза закрывались в минус. Также и апрель у нас выглядит максимально положительным, судя по истории. В минус мы закрывались только в 2021, 2015 и в 2014 годах. А какое сейчас настроение преобладает на рынке? Судя по индексу страха и жадности, сегодня мы находимся в нейтральной зоне, цифра 52. Вчера также были в нейтральной зоне, была цифра 48, но на прошлой неделе мы достигали даже жадности и цифры 60. Сентимент пользователей Твиттера касательно биткоина у нас находится в положительной динамике. Долгосрочный мувинг направлен вверх, несмотря на краткосрочную коррекцию битка. Однако, если посмотреть на тренд этого мувинга, пока мы не выбились из нисходящего движения. Google тренды также находятся в боковике. Недавнее движение, которое сделало перелой, остановилось, развернулся мувинг, и теперь он четко направлен наверх. Однако же нельзя сказать, что мы сейчас будем формировать новый какой-то тренд, который может закончиться хайпом. Нет, пока что констатируем тот факт, что особого хайпа вокруг битка нет. А вот там, где был хайп, в сфере NFT, Google тренды показывают снижение. Интерес явно подубавился и сейчас находится внизу. За последние 24 часа было ликвидировано более 36 тысяч трейдеров. Это в принципе не так уж и много. К тому же и сами ликвидации были распределены практически 50 на 50, с небольшим перевесом шортистов. В общей сложности забрали у всех чуть более 106 миллионов долларов. И мы видим, как ликвидации уменьшаются с обеих сторон. Что лонговые ликвидации идут вниз, что шортовые также сокращаются. И подобную же ситуацию мы видим летом 2021 года. Тогда также ликвидации лонгов снижались, ликвидации шортов становились все ниже и ниже, и после этого увидели резкий рост цены с резким увеличением ликвидации именно шортов. Посмотрим, как у нас будет на этот раз. Тогда это было ценовым дном. В этот раз ценовое дно уже давно пройдено. Мы уже более месяца находимся в фазе роста. Что же касается текущих открытых позиций, за последние сутки лонги были сокращены, минус 1,2%. Шорты, наоборот, пошли в увеличение, более 3,5% плюс. В динамике за 2 недели видим, что лонги постепенно сокращаются. Шорты также в среднем показывают нисходящую динамику, однако видим, что иногда бывают резкие провалы, потом возврат к среднему показателю, иногда бывает резкий рост шортовых позиций, затем также обвалы после их выноса. В общем, снижение обоих этих показателей и шортов и лонгов говорит о том, что нет какого-то четкого понимания, куда пойдет рынок. Пока нет большого количества трейдеров, готовых рисковать своими деньгами. Вот и третий топовый кошелек снова у нас продал большое количество битков. Очередная партия в 1500 битков была продана 1 апреля. Если посмотреть на график биткоина, то 1 апреля мы как раз таки показали хороший рост после такого же резкого снижения. То есть вполне вероятно, этот третий топовый кошелек ожидает дальнейшего снижения, и на этом отскоке он решил немного подубавить свои накопления. Обновилась информация с Чикагской товарной биржи от 29 марта. И мы здесь видим, что крупные игроки открывали позиции снова в обе стороны, но больше было открыто именно шортовых позиций. Если же говорить о небольших трейдеров, то здесь шорты наоборот прикрывались, а лонги открывались, и причем открывалось их достаточно мало. На графике биткоина видим, что 29 марта мы как раз таки были на локальном пике. После этого и произошло снижение. Вполне возможно, как раз таки на этом снижении крупные игроки и смогли заработать. В скором времени на CME, на той самой Чикагской товарной бирже, о которой мы только что говорили, будут открыты фьючерсы и на альту. Будут предлагаться фьючерсы на Solana и на Cardano.
ада. На данный момент планируется решить вопросы с ценовыми индексами и регулированием. Как заявляет генеральный директор CME, спрос на эти альткоины несомненно существует. Единственный вопрос, конечно, остается это в регулировании. Если все бюрократические вопросы будут решены, то ADA и Solana попадут в листинг CME первыми из списка альткоинов. Не считая, конечно же, эфириума. Эфириум там уже существует. Посмотрим монеты, которые больше всего обсуждают за последнее время. Первое, второе место, как обычно, биткоин, эфириум. На третьем месте монета Chainlink. Если же смотреть популярность только у пользователей Твиттера, то здесь на первом месте монета эфириум, на втором Solana, на третьем XRP, на четвертом Shiba и только на пятом присутствует биткоин. Хоть некоторые монеты у нас и показывают памповое движение, показывают отличный рост, но индекс альткоинов, за которым я в последнее время все меньше и меньше слежу, находится на самом дне. Он даже не в средней зоне, он ниже биткоин сезона. Что еще раз говорит, что данный индикатор, похоже, по крайней мере сейчас очень плохо отрабатывает. Когда мы были по его показателям в сезоне альткоинов, альты особо-то и не росли, а даже падали. А когда мы находимся на самом дне по этому индикатору, альткоины как раз таки некоторые показывают очень даже приличный рост. Посмотрим еще несколько метрик. Годовалое удержание, волны тех, кто удерживает монеты более 1 года, снова у нас обновили процент. В прошлый раз, когда мы смотрели, процент был 63, сейчас мы видим уже 64. То есть все больше и больше людей продолжают хранить монеты даже после истечения года. Когда данная метрика снижается, когда данный процент держателей снижается, мы как раз таки близки к завершению бычьего рынка. Так у нас было в 2014, в конце 2017 года. Когда же процент держателей увеличивается, так как это происходит сейчас, это говорит о том, что мы на пути как раз таки к диапазону цен, откуда и может случиться разворот, то есть к локальному дну. Например, в 2015 году процент был равен 54, и оттуда мы развернулись. В 2018 году данная метрика показывала 52%, и оттуда мы развернулись. Сейчас этот индикатор показывает аж 64%. И, кстати говоря, дно, которое мы сформировали летом 2021 года, также было в районе 50%. А именно 54. А дно, которое мы сформировали в январе 22 после последнего перехая, было в районе 59%. Поэтому вполне вероятно, на этой метрике мы скоро увидим такие же кругляшки. Когда будет четко понятно, что мы ушли уже со своих минимальных ценовых значений, также будут тут нарисованы голубые кружки с обозначением ценового дна. И в последующем, если мы сформируем неплохой рост, увидим мы разворот данной метрики с естественным сбросом монет долгосрочных держателей. Резерв биткоинов на всех биржах продолжает снижаться, все больше и больше монет выводят, заводят все меньше и меньше. Не такое обвальное движение, как это было в начале марта, но потихоньку снижение продолжается. Недавно мы увидели небольшой отскок наверх. На бирже больше заводили. Вполне вероятно, их заводили, чтобы сбросить вот на этом росте. Сейчас снова преобладает больше вывод, и резервы биткоина продолжают снижаться. С хэшрейтом, со сложностью майнинга по-прежнему все нормально, с небольшими колебаниями, но общий тренд продолжает находиться в восходящем движении. А вот индекс MPI, так называемая активность майнеров, в последнее время демонстрирует намного более повышенные показатели и выходила за критический уровень уже 2 раза. На данный момент мы снова вернулись и находимся в приемлемом диапазоне, но тот факт, что мы уже 2 раза превысили это дело, говорит, что какая-то движуха все-таки здесь намечается. Судя по истории, мы видим, например, это очень похоже вот с этим диапазоном. В 2020 году мы также находились продолжительное время под красной линией, затем начались небольшие отскоки. Сначала это были единичные случаи, но это стало предвестником того, что цена полетела наверх. Перед самым ростом также был достаточно продолжительный период непревышения критической линии. И вот сейчас мы видим снова, как практически уже целый год мы не превышали эту критическую линию, и первые движения демонстрируются прямо сейчас. Как мы видели на истории, после того, как из такой проторговки показатель вылетал, цена также в последующем летела наверх. Вполне вероятно, и сейчас мы можем увидеть такую же динамику. Резервы же майнеров продолжают находиться на прежних значениях. Конечно же, с небольшими колебаниями, но в принципе уровень здесь удерживается. На этой неделе нас ожидает публикация протоколов FOMC, а именно 6 апреля в среду. Это одно из наиболее значимых событий на этой неделе, которые напрямую могут повлиять на цену биткоина. Состоится оно 6 апреля в 21:00 по московскому времени. В прошлый раз аналогичное событие было 16 февраля в 22:00. Если посмотреть на графики, как отреагировала цена биткоина на него,
то вот оно, 16 февраля. Именно после этого события мы показали достаточно сильное снижение цены, а именно более 21%. Такая нехилая коррекция на этом событии. Вполне вероятно, и в этот раз можем увидеть что-то подобное. Но это совсем не означает, что цена пойдет именно вниз. Подобные даты, подобные протоколы заседания стоит воспринимать именно как опасную точку, где может быть повышена волатильность. Мы можем как полететь наверх, так и вниз, в зависимости от того, какая информация будет оглашена. И сегодня одна новость, о которой я хочу сказать. Производитель аппаратных кошельков Trezor сообщил о фишинговой атаке. Они сами сообщили об этом, они выпустили для своих клиентов предупреждение о возможной фишинговой атаке с использованием электронной почты. Что такое фишинговая атака? Это вам на почту придет письмо, которое прям один в один, как от официального отправителя, как от Trezor, но при нажатии на какую-нибудь из ссылок, введя свой пароль, вы свой пароль, грубо говоря, собственноручно отдаете мошенникам. Поэтому вот Trezor предупреждает, что стоит все четко перепроверять и вообще не доверять в ближайшее время никаким письмам, даже тем, которые очень похожи на официальные. Как сообщает компания, судя по всему, злоумышленники смогли получить адреса клиентов после взлома сервиса почтовых рассылок MailChimp. И некоторые пользователи уже подтвердили, что еще до того, как их предупредили, они начали получать такие фишинговые письма. Хакеры пытаются заставить их скачать вредоносное программное обеспечение под видом приложения Trezor Suite. И в случае установки данного программного обеспечения средства пользователей могут оказаться под угрозой, то есть они просто могут быть украдены. В общем, кто пользуется, имейте в виду. Но мы давайте посмотрим графики. Вот так выглядит ситуация на биткоине. В последний раз, когда мы смотрели биток, предполагалось, что мы после пробития ключевого уровня можем откорректироваться, протестировать вот этот уровень поддержки и сопротивления и от него направиться вверх. На данный момент все так и происходит. Мы находимся в очень важной зоне, в очень опасной зоне, откуда может состояться разворот вниз. Да, в прошлый раз в приоритете было еще одно движение наверх, и оно по-прежнему может состояться, так как мы канал здесь до конца не добили. И, к примеру, нет у нас здесь дивергенции на индикаторе, которая была бы очень здесь кстати к развороту. Но стоит учитывать, что мы уже прямо отсюда можем пойти вниз. А все почему? Потому что если посмотреть на эфириум, давно мы его не смотрели, однако мы совсем недавно достигли ценовой целевой зоны. И здесь как раз таки мы видим уже дивергенцию на индикаторе, которая говорит, что коррекция вполне себе вероятна. Вполне мы могли уже отработать здесь волну D, и нас может ожидать волна E. А это значит очень такое неплохое снижение. Естественно, без пробития вот этого ценового уровня в районе 2200. Снижаться мы можем вплоть до этих значений. Эфириум уже готов к снижению. У биткоина еще не все требования сошлись, не все факторы собраны, однако они не обязательны. Можем полететь уже и отсюда. Поэтому учитывайте это при своей торговле. А что же касается глобального сценария по биткоину, то здесь также ничего не сломано. Предположительно находимся в треугольнике. Вот так он выглядит. ABCDE. На данный момент у нас волна D, которая состоит из 3 подволн. И мы эти 3 подволны практически уже завершили. Как раз таки находимся в завершающей стадии. Если все пойдет по плану, то нас ожидает снижение в волне E. Если говорить о том, куда мы можем снизиться в рамках волны E, то здесь перспективы достаточно широкие. Оптимальной зоной для снижения выглядит уровень в районе 40 тысяч. Это у нас будет и психологическим уровнем, круглым, и расчетная зона здесь также будет в данном диапазоне. Также, если растягивать профиль объемы, видим здесь отличную проторговку, которая может остановить падение. К тому же на таком снижении многие уже будут кричать, что все, мы летим на 20-ку, на 30-ку. Будут открывать шорты, будут радоваться те, кто хочет открыть лонги пониже. И вполне мы можем это не дать, а развернуться, например, уже от 40 и полететь наверх отсюда. Но о росте будем говорить уже тогда, когда будет сформирован соответствующий сетап. К тому же при таком ценовом уровне, имеется в виду 40 тысяч, как раз таки будет у нас пробит восходящий канал. В общем, подытоживая, для меня по биткоину основной сценарий выглядит так. Либо мы уже с текущих будем снижаться в рамках волны E, либо мы дорисуем еще немного волну D и также пойдем на коррекцию в волне E. Еще раз вернемся к эфириуму. Здесь у нас на данный момент оптимальной зоной коррекции выглядит цена в районе 2800. Именно примерно в этом диапазоне можно будет искать лонговые сетапы. Ну а глобальный сценарий по эфириуму аналогичный, такой же, как и по биткоину. Треугольник ABCDE. Находимся в волне D. Кстати, на дневках ударились в скользяшку 200-ю.
200-я дневка. И отсюда как раз таки мы можем сформировать коррекцию в рамках волны Е. Давайте посмотрим дальше, что у нас по Solana. Вот так выглядит глобальный сценарий, до сих пор он актуальный. Волна 1, 2, 3, находимся в волне 4. Целевая зона в районе 170, это в случае, если мы будем отрисовывать какой-то зигзаг. В случае, если мы уже развернулись, то здесь целевая зона намного выше, а это первая зона, пик предполагаемой волны 3. Но перед тем, как туда идти, сначала нужно посмотреть, как цена будет реагировать на промежуточную целевую зону в районе 170. Ну и, конечно же, нужно пройти вот эту скользящую среднюю 200-ю. Они очень часто становятся неплохими уровнями сопротивления. Как мы видим, например, на 4 часах, каждый маломальский рост на этом падении останавливался как раз-таки этой снижающейся скользящий 200. Что же касается локального движения, выглядит здесь все прекрасно. Вот здесь у меня есть отметки. По всей видимости, когда мы здесь заходили, рекомендовалось покупать. И те, кто купил на данных уровнях, спокойно уже могут подтягивать стоп, трейлинг стоп, тем самым повышая свой потенциальный профит. Отметки я эти удалю. Точки входа здесь уже давно отработали. Сейчас цена летит наверх. Если смотреть локально, на данный момент движение похоже как на 1, 2, 3, 4 и будет 5. Тройка, по всей видимости, еще не закончена. Объемы здесь растут, индикатор идет в рост. Здесь все пока говорит о том, что движение продолжится. И следующая расчетная зона для завершения волны находится на уровне 160. Пока структура выглядит данным образом. И давайте посмотрим дальше какую-нибудь монету GMT, которая в последнее время очень популярна, так как приложение StepIn набирает все больше и больше поклонников. Что касается приложения, посмотрел его, изучил, но устанавливать не стал, потому что это очень уж похоже на какую-то пирамидную схему. Пока хайп идет, пока люди залетают, может что-то и получится заработать, но я лучше заработаю на трейдинге этой монеты, чем на том, чтобы бегать. Что же касается графика, история здесь небольшая, но на данный момент прослеживается структура такая, как 1, 2, 3, 4 и 5. Тройка также еще вполне вероятно не завершена. Движение похоже на четверку во внутренней структуре, и расчетная зона данной четверки еще не достигнута. Вполне вероятно, у нас будет еще одно снижение вот в эту проторговку. Как раз таки здесь у нас и расчетная зона. И уже отсюда можно будет ожидать какие-то лонговые сетапы. Пока более вероятен именно вот такой сценарий. И посмотрим еще одну монету XRP. Давно ее не смотрели. Но она в последнее время показала неплохой рост, достигнув нашей расчетной зоны, куда и планировалось. Это в район 0.9. До бакса не добили, но и так неплохо. И если смотреть глобально, то давно уже структуру не менял. Движение, которое началось еще летом 2021 года, похоже на импульс. Затем было большое коррекционное снижение без пробития минимума. И сейчас снова мы отрисовываем неплохое движение, которое может предшествовать третьей волне. Эту цель мы отработали, удаляю, что у нас здесь локально. Похоже на 1, 2, 3, треугольник в четверке и пятерка. И, следовательно, нас ожидает сейчас еще одна коррекция. А по ее завершению, конечно же, рост. Разметку здесь оставлю, но нужно будет еще дождаться разворота в волне 2. Какие здесь предпосылки для волны 2? Вот этой. Мы либо доформировываем волну 1 и затем идем в 2, и затем уже рост в волне 3, либо это уже двойка, и по ее завершению также рост. В общем, в приоритете здесь рост, ну либо с перехаем, либо уже коррекция началась. И даже при самом негативном сценарии, в том случае, если рост уже завершен и мы находимся в коррекции, целевая зона уже достигнута, причем она трехволновая, цепанули зону. Единственное, что по размеру она достаточно маленькая, поэтому вероятность того, что коррекция будет продолжена, она достаточно велика, потому что единица у нас вон какая большая, а здесь коррекция несопоставима. Поэтому все-таки более вероятен вариант, что мы пробьем все-таки еще раз хай и затем уже пойдем в нормальную коррекцию во второй волне. Но я думаю, прогноз понятен. Здесь по-прежнему в приоритете глобально лонг, а локальное движение у нас больше смотрит, конечно же, в коррекцию. К тому же, если посмотреть на биткоин и на эфириум, там также в приоритете в ближайшее время коррекционное движение. Но если все-таки говорить о целевой зоне волны 1, то здесь мы ее чуть-чуть цепанули, поэтому опять-таки здесь двоякая ситуация. Вроде как и выполнили уже ее, и перехай сделали, и зону цепанули, но она достаточно велика.
поэтому может быть продолжено. Еще раз повторю, в приоритете либо продолжение снижения и оттуда рост, либо перехай, снижение и также рост. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и на Telegram. Всем удачной торговли и счастливо!